еда будет стоить в 5 раз дороже. Надо быть готовым к вашему увольнению. Эпидемиологическая обстановка. Ты вообще ничего изменить не можешь, и от этого погибнет человечество. Но есть хорошая новость. Как вы думаете, коронавирус запустили специально, это кому-то выгодно, или это природная эпидемия, которую никто не ждал? Слушай, какая разница? Инопланетяне принесли какой-то вирус, и от этого погибнет человечество. Или там, террористы, или из-за ошибки ученых. Мир вдруг понял следующее, смотрите. Человечество достаточно слабо готово к эпидемии. Слушай, коронавирус — это же может быть первая проверка человечества. На самом деле завтра могут быть гораздо более смертоносные эпидемии. Вот этот коронавирус должен дать человечеству способность, первое, модернизировать систему здравоохранения, раннего предупреждения и профилактики. Второе, нужно изобрести и оттестировать на практике целый ряд внеконтактных способов коммуникаций. И каждый человек, кто будет воспринимать существующий кризис не только как опасность и не только тревожиться по этому поводу, но еще и как возможность и ясность, что теперь делать после этого видео, я думаю, что этот человек справится с наступающими обстоятельствами и сохранит трезвость ума и не подвергнется панике. Он может оценить влияние коронавируса на людей, на простых, именно в бытовом плане? Вырастут ли цены сейчас? Вырастут ли кредитные ставки? И что вообще ждать нам? Слушай, на всех людей без исключения коронавирус действует в двух плоскостях. Первое, эпидемиологически, это болезнь, но абсолютно на всех людей этот вирус воздействует психологически. Во-первых, это способ, это повод отвлечься от реальных проблем. Дело в том, что в основном у людей другие реальные проблемы. Это не коронавирус. Это благосостояние, это низкие доходы, это бедность, это нужда, это текущие бытовые проблемы, которые надо решать. Это устройство гражданского общества, это поправки в Конституцию, если хочешь. Знаешь, и если после всего этого обсуждения коронавируса, знаешь, от вот этого вот забавного проведения времени, целых вечеров, что же там делать, обсуждение это с соседками там и так далее, вдруг окажется, что тебя уволили или твои доходы резко снизились, или ты вдруг оказался в обществе, в котором ты вообще ничего изменить не можешь, то обрадует ли тебя то, что ты не умер от вируса? Еще один вопрос касательно влияния на людей. В Америке, например, снизилась ставка рефинансирования, соответственно, все кредитные продукты подешевели. В России происходит обратная ситуация, и ставка сейчас будет повышаться. Что вы думаете об этом? Так мир финансовый устроен, что источником всемирной ликвидности является Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки. Поэтому если Федеральная резервная система не снижает ставку и не заливает весь мир, условно говоря, дешевым баблом, то просто все финансовые схлопывания и все, так сказать, обвалы станут просто драматически великими. Поэтому они снижают ставку для того, чтобы у банков, грубо говоря, было больше бабла. Но это абсолютно никак не связано с действием центробанков, скажем так, третьих стран. Потому что в третьих странах происходит следующее. Смотри, если у тебя есть деньги излишние, то есть ты богатей, в этот момент ты хочешь как-то зафиксировать эти деньги в какой-то более надежной валюте. Кажется, что единственной более надежной валютой в такой момент, когда кризис, является доллар. Ты берешь, начинаешь менять свои, например, тугрики, зайчики, рубли или любые, кстати, третьи валюты, норвежские кроны, ты меняешь это на доллары, тем самым нагружая финансовую систему своей страны. В результате ответной реакцией является повышение ставок, удорожание стоимости денег в этой стране. Поэтому это обычная история реагирования, то есть это простая математика. Продуктов становится меньше,
будет ли дефицит продуктовый увеличиваться, стоит ли закупать гречку людям домой? Прямой вопрос. Ты хочешь спросить, купил ли я уже гречку? Я гречку не покупал. Еды в мире столько, на запасах и так далее. Я сейчас скажу, на всех складах в мире лежит примерно 9-10 месяцев, что весь мир будет лопать, жрать, так сказать, в обычном виде, 10 месяцев. Ну, грубо говоря, если логистические передвижения будут доступны, еда приедет. Значит, когда кому-то будет где-то не хватать какой-то гречки, бизнесмены, предприниматели ее привезут. Ну, единственное, она будет стоить в 5 раз дороже. Может быть, похудеет твой кошелек, но голодным ты не будешь. Вот этот момент именно с дефицитом продуктовым, как предприниматели могут использовать? В кризис происходят большие изменения. Это, конечно, шанс для дельцов, для бизнесменов, для предпринимательски мыслящих людей начать дело или укрепить существующее дело. Поэтому я каждому предпринимательски мыслящему человеку говорю следующее. В момент неопределенности, непредсказуемости, в момент кризисов, в момент, когда нарастают неопределенности и кажется, что вообще никакой ясности нет и не может быть, в этот момент вы можете продавать ясность другим людям. Например, в виде ясности является конкретное четкое заявление: я знаю как, на самом деле вот так. Например, как уберечь себя от коронавируса. Конкретное информационное сообщение, ты можешь стать инфобизнесменом в этот момент и говорить: я знаю как. Единственное, очень много таких дельцов, поэтому стоимость такого продукта будет невысока, как ты понимаешь. Красный океан, слишком много конкуренции. Да? Но вот изготовлять маски и поставлять их в эту панику, это то же самое. Смотри, что такое маска? Ты продаешь маску как не маска, не кусок ткани, там какая-то марлевая повязка. Нет, ты продаешь маску как то, что делает тебя менее подверженным заражению. Ты продаешь ясность. Слушай, под коронавирус сейчас идут буквально следующие вещи. Смотри, объявление форс-мажоров и невыполнение контрактных обязательств в бизнесе. Эпидемиологическая обстановка. Всемирная организация здравоохранения объявила это дело пандемией и всенародной, значит, эпидемией, а это форс-мажорное обстоятельство. Под это можно все что угодно. Например, если у тебя есть кредит в банке, можешь не возвращать. Как коронавирус уже повлиял и еще повлияет на Технониколь? Технониколь — это уже даже больше IT-компания, информационная компания, потому что solutions, то есть решение, это целый пласт мероприятий, объединения архитекторов, проектировщиков, создателей компонентов, да, строителей, которые могут правильно это все смонтировать, исследователей, которые исследуют и смотрят, какие следующие улучшения ввести в материалах или при создании конструктивов зданий. Поэтому в этом смысле в Технониколе из-за коронавируса идет точно такая же эволюция. Смотри, увеличивается внимание к дистанционным способам работы и содействия вот всех перечисленных мной участников этого процесса. Но теперь смотри, все совещания происходят в сети, и каждый шаг записывается. То есть фиксация, какие ошибки кто допускал, где, когда, как часто человек ошибается и как часто человек делает полезные решения. Текущая ситуация приведет и уже приводит к тому, что мы более точно обнаруживаем более талантливых людей в Технониколе и быстрее их передвигаем на руководящие позиции. У России с Китаем самая протяженная граница. При этом в России всего 63 зараженных коронавируса, а более чем в 10 странах, отдаленных от Китая абсолютно, 1000 зараженных. Вы верите вообще в то, что в России может быть всего лишь 63 зараженных? Нет, конечно. В России гораздо больше зараженных. Узнаем мы это чуть позже, когда в России появятся элементарные средства экспресс-анализа. Парадоксально, но это факт. Один экспресс-тест на коронавирус, его стоимость в оптовой закупке там $1,5. Российские клиники не обеспечены
этими экспресс-тестами. Нету их. Один мой родственник вот буквально 2 дня назад был госпитализирован на скорой помощи, подчеркиваю, да, отвезен в инфекционную больницу с предположением на вирус. Знаешь, что случилось в больнице? Он просидел там 2 часа, врачи советовались, совещались и так далее. И потом один врач подошел к нему и сказал: ну ты что сидишь? Хочешь, чтобы тебя на карантин закрыли? Иди. В мире много производств остановлено, нарушается логистика, некоторые страны закрываются на карантин. Как это все сейчас влияет и еще повлияет на экономику, и в частности на экономику России? Многие фабрики останавливаются, потому что их закрыли якобы из-за коронавируса. Там остановилось, через некоторое время здесь остановилось, потом через некоторое время тут остановилось, и в результате суммарный эффект вот этих остановок, он уже оценивается в мире 1,5% ВВП. Это очень чувствительно, потому что эти 1,5% запускают так называемый обратный эффект. Одно дело, все люди думают, что станет чуть лучше завтра, ну, надежда вот такая, да. А тут ты получаешь обратный эффект, становится хуже. Человек тут же аппроксимирует это, стало хуже, на что? Значит, станет еще хуже. От этого запускается огромное количество так называемых неблагоприятных сценариев в голове людей. Поэтому к чему точно надо быть готовым, это к стагнации ваших доходов, возможно, к падению ваших доходов, а возможно, к вашему увольнению, сокращению. Вот к этому надо быть реально ментально готовыми и уже сейчас подумывать, где мое следующее рабочее место. А почему рабочее место? Может быть, надо как раз бизнес открыть. Но есть хорошая новость. Необычайный расцвет сейчас получают онлайн-сервисы. Сервисы или продукты, которые доставляются дистанционно и не требуют физического контакта людей. Значит, в Китае огромное количество школ уже переведено на дистанционное образование. В Москве сейчас несколько школ моих друзей тоже уже перешли на это. Посмотрим, какой эффект будет. Но я подчеркиваю, что через 3-6 месяцев мы можем оказаться совершенно в другом мире, в котором вдруг оказалось следующее, что гибридные способы образования гораздо эффективнее, чем офлайн. Гибридный — это означает следующее: окей, ты в основном получаешь информацию, и тренинги проходят онлайн, и раз в семестр, триместр или там раз в год собирается какой-то, не знаю, там хакатон или коллоквиум, или какое-то, очное собрание, на котором идут такие, тесты. И это то, что нам может подарить коронавирус. И это просто офигенно, на самом деле, для мира, для человечества, потому что, смотри, завтра школьное образование очень высокого качества и высшее образование очень высокого качества будет доступно в Африке, в любом селе. Вот оно, истинное равенство возможностей доступа. Вот это плюс, который принесет эта пандемия. Шоу-бизнес станет совершенно другим. Если раньше считалось, что в основе любого шоу-биза это ты должен прийти на этот ивент, то есть как турист, приехать за 3-9 земель, купить, смотри, билет, купить гостиницу, жить там, смотри, сколько долларов ты оставляешь по дороге. И посетить там какой-то футбольный матч или там единоборство, значит, Хабиб против Фергюсона, да, то сейчас, подожди, оказывается, вдруг не надо. Делается съемка Фергюсона и, значит, Хабиба в зеленой комнате, и потом тебе в гаджет поддается под самым сексуальным видом, под самыми лучшими углами, под самыми лучшими ракурсами и так далее. Это действительно смотреть круче. Самое главное, смотри, так ты платишь $15 за прекраснейший ивент, а так ты тратишь $1500 минимум, а то и больше, да, за то, чтобы купить билет, поехать, жить в гостинице и так далее, еще тебе морду там набьют. Будет еще очень много изменений положительных, например, в бизнесах, которые связаны с доставкой дистанционных сервисов, в бизнесах, связанных с кибербезопасностью, в бизнесах, связанных с дистанционной диагностикой людей. Вы знаете, что один из ваших сотрудников 2 недели назад был в Италии, потом коммуницировал с вами. Вы проверялись на коронавирус?
И если среди нас затесался хотя бы один коронажопый, значит мы все скоро станем коронажопой. Что я тебе могу сказать? Вот. Вы проверялись на коронавирус? А что же тебе сказал? Тестов нету нигде. Мой родственник пытался… Давайте ему позвоним на горячую линию, попробуем. Кстати, давай, вот интересный момент, что есть горячая линия? Да. Давайте. Здравствуйте. О. Вы позвонили в единый консультационный центр Роспотребнадзора. Обращаем ваше внимание, что в целях контроля качества обслуживания все разговоры записываются. Оставайтесь на линии, надеюсь. первый освободившийся оператор ответит вам. Ага. Короче, ребят, сейчас мы посмотрим, сколько времени надо ждать, чтобы принять экстренные меры про коронавирус. Видите, и нас пока вот такая хорошая музыка развлекает. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Я это уже понял, что звонок очень важен. Мне ваш ответ очень важен для меня, честно говоря. Слушай, а может такое, что у них просто сейчас вал желающих, да? И поэтому они не берут трубку. Давайте так думать. Здравствуйте, вы обратились в Роспотребнадзор, оператор Елена. Как могу к вам обращаться? Игорь. Игорь, очень приятно. Чем могу вам помочь? Елена, в общем, смотрите как. 2 недели назад один мой сотрудник был в Италии. И сейчас у меня, естественно, подозрение, потому что в Италии там уже 2000 человек умерли от коронавируса, да, и я бы хотел этого человека проверить. И где я могу это сделать? Скажите мне, пожалуйста, Елена. Я вас поняла. Если вы подозреваете опасность заражения коронавирусом, вы можете обратиться по горячей линии Департамента здравоохранения по коронавирусу по городу Москва. Вы готовы записать контактный телефон? Давайте, да, пишу. Не, ну нормально, что мы смогли дозвониться, это уже важно. А здесь-то музычка такая, уже тревожная. Горячая линия по коронавирусу, здравствуйте. Вот у меня один сотрудник был 2 недели назад в Италии, и у меня есть подозрение, и мне надо и его проверить, послать куда-то, и самому проверяться на коронавирус. Где я это могу сделать? Это только по назначению врача. То есть ему нужно из районной поликлиники врача надо вызывать. И, соответственно, вам. И в любом случае врач берет мазки, если есть к этому предпосылки. То есть, если есть симптомы. То есть, соответственно, если берет мазок, эти мазки отправляются в лабораторию на исследование. Ну вот смотрите, Исследование проходит от 3 дней. То есть, кто прилетел из Италии, он находится на карантине в это время. У нас распоряжение еще с 5 марта пришло. То есть по Москве, кто прилетает из стран, где большой очаг инфекции, там строгий карантин. Самоизоляция дома 2 недели. Да, он прилетел 3 числа. Хорошо, он 5 уже числа или 6 должен был сообщить в поликлинику по месту жительства. Где можно взять, вот прийти и пройти тест принудительно? Вот у меня бабки есть, я заплатить могу. Пойти… Я вас поняла. Ну, по поводу платных организаций, Да. я вам ничего не могу сказать. Ладно, все, Оксан, тогда все, я пошел дальше пытаться найти, где тест сдать. Прям сегодня же, немедленно. Окей, спасибо. До свидания. В общем, какая-то тайна. Вот. Но вы видели, да, я звонил, меня отфутболили туда, отфутболили сюда. Но, как я понял, если я вызову врача, у меня нет температуры, у меня нет симптомов, то врач даже мазок мне не возьмет, и даже через 3 дня я не узнаю. То есть давайте порассуждаем, почему мы не обеспечены тестами. Потому что вирус новый, еще нету, не произведено достаточного количества этих тестов. Но я думаю, что на этой неделе Минздрав России начнет делать очень резкие шаги. И вот мне редактор подсказывает, что в Ленинградской области уже есть сообщение, что Минздрав закупил, тесты для области. Отлично. Значит, что тут еще сказать, ребята? Я несколько расстроен, на самом деле. Я расстроен тем, что я не могу за деньги пройти этот тест. Я расстроен. На самом деле, явно тут что-то бизнесмены могли бы порешать и быстро открыть экспресс-тестовые лаборатории. А правительство и Минздрав
дерегулировать область проведения экспресс-анализов, и, возможно, бы буквально за неделю бы вся страна была бы обеспечена такими вот нехитрыми тестами. И в данном случае я прямо вот думаю, может быть, мне проявить инициативу и прям сказать, что, ребята, давайте я перечислю, там, может быть, денег в некий фонд, который закупит эти экспресс-киты, значит, и снабдит ими хотя бы какое-то количество, ну, не знаю, главных клиник.